19 октября в Страсбурге премией за свободу мысли имени Андрея Сахарова награжден украинский народ, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом. Премия Сахарова – это главная правозащитная награда Европейского Союза. В прошлом году премию получил Алексей Навальный, а в этом году весь украинский народ и их президент Владимир Зеленский. So this award is for those Ukrainians fighting on the ground, for those who have been forced to flee, for those who have lost relatives and friends, for all those who stand up and fight for who and what they believe in. I know that the brave people of Ukraine will not give up, and neither will we. Украинцы борются не только за свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Они защищают свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности на полях сражений против жестокого путинского режима. Так указано в заявлении Европарламента. Война идет давно, и мы стали привыкать к смертям. Смерти стали цифрами. Это совершенно ужасно. Но, к сожалению, для многих это так. Война может расчеловечивать людей, даже просто наблюдающих за ней. Я уж не говорю о тех, кто в ней участвует, попадает под обстрелы или вынужден покидать свои дома. Поэтому так важно помнить о достижениях человечества, о правах человека, о ценности человеческой жизни, которые растворяются, когда идет война. Совсем недавно, 7 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022 года. Во время войны ее вручили отнюдь не военным, а мирным правозащитным проектам, для которых человеческая жизнь важнее всего остального, интересов власти и всякой мутной геополитики. Лауреатами премии за защиту прав граждан и гражданского общества стали белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, Украинский центр гражданских свобод и российский «Мемориал». Лауреаты, говорится на сайте премии, приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. О них, о лауреатах, сегодня и поговорим. Новость о вручении Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий получил, сидя за решеткой. Его путь от аспиранта, изучавшего белорусский фольклор, до правозащитника, политзаключенного и нобелевского лауреата проходит через всю новейшую историю Беларуси. Распад СССР и последовавшие за ним события Беляцкий встретил музейщиком, причем весьма увлеченным. Национальная культура, язык, традиции – то, что начиналось как научный интерес, переросло в гражданскую позицию. Минский литературный музей в начале 90-х был центром притяжения для творческих, прогрессивных людей, обрастал международными контактами, открывал филиалы за границей. В музее нашли приют редакции независимых газет. В те же годы Олесь Беляцкий был избран муниципальным депутатом в Минске. В конце 90-х Лукашенко начал ощутимо закручивать гайки. Сотрудники музея помогали активистам, пострадавшим от репрессий. А со временем стихийная самоорганизация выросла в полноценное правозащитное движение. Беляцкий оставил музей, и делом его жизни стала организация «Весна-96». Правда, легально она просуществовала всего 7 лет. В 2003 году Центр «Весна» лишили государственной регистрации. Это было первое предупреждение. А в 2011-м правозащитник, не внявший предупреждением, получил уже уголовное дело о неуплате налогов. Счета «Весны» были размещены в иностранных банках, поскольку белорусские отказывались от сотрудничества. И получил он и реальный тюремный срок – 3 года в колонии строгого режима. Вину не признал, а помилования не просил, хотя количество ходатайств о его освобождении от белорусских граждан и авторитетов мирового правозащитного движения исчислялось сотнями. Отсидел от и до. Имея возможность покинуть страну, все-таки остался. За свою деятельность привлекался к ответственности около 20 раз, но по-прежнему отказывался понимать намеки. Президентские выборы в 2020 году вызвали в Беларуси протесты неслыханного масштаба. Правозащитники «Весны» фиксировали задержания, помогали арестованным, документировали преступления режима. Олесь Беляцкий стал членом Координационного совета оппозиции. В июле 2021 года новый арест, уже год в СИЗО. Режим Лукашенко обвиняет правозащитников в контрабанде, финансировании беспорядков. Ну и старая добрая неуплата налогов в придачу. Олесь Беляцкий признан политзаключенным и узником совести. А теперь он еще и Нобелевский лауреат.
Еще одним лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Ее основали в 2007 году лидеры правозащитных организаций из 9 постсоветских стран. Чем занимается Центр гражданских свобод, или ЦГС? Проверяет законопроекты на предмет соблюдения прав человека, контролирует деятельность правоохранительных органов, судов и местных властей, и ведет практическую работу, документирует нарушения прав человека и преступления против человечности. Центр гражданских свобод поддерживает судебную реформу, выступая за расширение судов присяжных. Украинские правозащитники хотят сделать суды более открытыми и прозрачными. Они уверены, что это поможет снизить количество несправедливых приговоров. Но по-настоящему ЦГС стал известен после Евромайдана. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года мирную демонстрацию на площади Независимости жестоко разогнала полиция. В тот же день Центр открыл инициативу Евромайдан СОС, которая помогала пострадавшим оперативно получить помощь и фиксировала все нарушения прав человека. А потом свидетельство преступления режима Януковича Центр передал в Международный уголовный суд. Позже Евромайдан СОС сменил профиль на правозащитную деятельность в оккупированных районах Донбасса и аннексированном Крыму. Правозащитники пытались добиться освобождения всех удерживаемых Россией гражданских активистов. Начали они с требования освободить Олега Сенцова, украинского режиссера, которого российские власти задержали в Крыму в 2014 году и вскоре приговорили к 20 годам заключения за якобы организацию диверсионной группы правого сектора. Его удалось вернуть на родину в 2019 году в рамках обмена между Россией и Украиной. Кстати, политзаключенным Сенцова признал и мемориал. Сейчас Центр гражданских свобод собирает свидетельства военных преступлений в Украине. Инициативу назвали «Трибунал для Путина». В нее входит много других организаций. В этом, как они сами отмечают, и заключается их преимущество. Расследованием преступлений занимаются местные активисты, которые хорошо понимают реалии конкретного региона. Затем все показания Центр собирает в единый банк данных. Именно этот банк потом поможет провести полноценное расследование в Международном уголовном суде. Нобелевский комитет признал Центр гражданских свобод защитником гражданского общества для мира и демократии. Третий нобелевский лауреат – российский мемориал. В России его название на слуху даже у тех, кто все эти годы не особенно интересовался ни политикой, ни правозащитой. Если уж кто-то и не знал о работе мемориала, то вот о его ликвидации весть пропустить было почти невозможно. Мемориал возник, когда Советская империя трещала по швам. Но все еще держалась. От дискуссионного клуба «Перестройка» отделилось сообщество людей, убежденных в том, что время сталинских репрессий не та страница истории, которую можно перевернуть и забыть, как страшный сон. Чтобы никогда больше не повторились те времена, важно зафиксировать память о каждой жертве государственного террора. У истоков мемориала стояли Андрей Сахаров, Евгений Евтушенко и Борис Ельцин. Движение, которое начиналось с очень узкого круга, лишь несколько сотен человек, стремительно разрослось по всей стране. И как всякая живая организация, мемориал не удержался в узкой нише сохранения исторической памяти. От идеи создания памятника, собственно, мемориала, он прошел путь до правозащиты в самом широком смысле этого слова. Правозащитное отделение мемориала придавало огласке внесудебные казни на Кавказе и произвол силовиков в любой точке страны, сопровождала жалобы россиян в ЕСПЧ, вооруженные конфликты на окраинах распадающегося Союза, люди, бегущие от войны, волна терактов. Члены самой деятельной и мощной правозащитной организации помогали пострадавшим, отстаивали права мигрантов, участвовали в судах, а главное, фиксировали при этом новейшую историю. Мемориал никогда не был удобным для власти. Но по мере вызревания путинского режима отношения с ним трансформировались от прохладно-уважительных до открыто враждебных. Почетное звание иностранного агента мемориал получил в числе первых. Затем последовали сфабрикованные уголовные дела в отношении лидеров организации. Тема политических репрессий стала звучать для власти слишком актуально. Инициативу нужно было сперва отжать, а потом потихоньку замести в дальний угол. Почти год назад мемориал ликвидировали по иску Генеральной прокуратуры. Можно сколько угодно пытаться закрыть мемориал, но понятно, что он сохранится. Тем более теперь в статусе Нобелевского лауреата. В мирном и относительно благополучном вчерашнем дне, когда еще не было войны, не было всех этих ужасов,
Когда россияне не ждали на пороге военкома с повесткой, а костюм химзащиты не был в топе продаж, общество обывателей могло позволить себе такую роскошь – смотреть на правозащитников с легкой иронией. Вроде и молодцы, но смахивают на городских сумасшедших. Вроде бы да, они правы, не поспоришь, но с чего им больше всех надо-то? Ну да, дурит власть, а где не так? Ну, огребают недовольные, а нафига нарвались, что, маленькие что ли? Не в курсе, что на государство бочку катить себе дороже. А за идеи вообще страдать и умирать положено, а не только дубинками по шее получать. Но именно эта логика привела наше общество туда, где мы сейчас находимся. Суть правозащитного движения в том, что человеческая жизнь, права и свобода человека важнее всего остального. Важнее экономики, интересов власти и тем более, всякой чуши типа геополитической конкуренции. Голоса правозащитников России и Беларуси звучали последние 30 лет, но на них не откликнулись вовремя. Цена этого молчания высока. Нобелевский комитет и Европарламент сделали хороший выбор. Давайте запомним для себя на оставшуюся жизнь нашего поколения. Правозащитников нужно слушать. Нужно их слушать намного внимательнее, чем пропагандистов любых мастей, политиков, журналистов, общественников и тем более силовиков. До завтра.